Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые носочки. Недавно у нас на канале с вами вышел мастер-класс по похожим носочкам, но это, как я считаю, такая более усовершенствованная модель носочков, так как здесь у нас идет, вот, во-первых, заужение на наши пальчики, так, и отдельно у нас такая вывязана как пяточка. То есть помимо того, что она имеет другой цвет, это не самое главное. А когда мы носочек наш сошьем, у нас будет такое, скажем так, углубление для пяточки. И данные носочки, вот они имеют такую более правильно анатомическую форму. Носочки вяжутся на 2 чулочных спицах, вяжутся очень просто и быстро, и я уверена, каждый из вас справится с вязанием вот таких вот носочек. Данные носочки в мастер-классе я буду вязать вот из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет 49% шерсти, 51% акрила и метраж на 100 грамм 240 метров. В мастер-классе я использую 3 цвета. Белый цвет у меня больше идет для декорирования вот нашей резинки, чтобы носочки выглядели более ярко и интересно. И основных 2 цвета это серый и фисташковый. Можно связать носочки однотонные или использовать можно абсолютно любое количество цветов, как я сказала. Перед тем, как приступать к вязанию, вначале давайте разберемся с принципом вязания данных носочков и какую деталь, сколько в сантиметрах вам нужно провязать, так, чтобы данные носочки вы смогли связать самостоятельно на любой размер ноги. Вначале, что касается резинки. Смотрите, ну, скажем так, для любого размера взрослой ноги средней плотности смело можете набирать вот именно это количество петель, что я показываю и в мастер-классе. Если, к примеру, нога маленькая и худенькая, можете набрать на несколько петель меньше. Если наоборот вы хотите, чтобы эта резинка более свободно была на ноге, и нога, к примеру, более плотная, то тогда можно набрать на несколько петель больше. Это что касается количества петель, которые я набираю в мастер-классе для резинки. Теперь, что касается вот этой высоты. Это вот, если посмотреть, идет высота нашего носочка, то эту высоту вы также можете регулировать самостоятельно. То есть, если вы хотите, чтобы носочки были совсем укороченные, можно связать минимальное количество здесь рядов. Здесь у носочков эта часть идет такая, скажем так, средняя, то есть они и не сильно высокие, и не совсем короткие. И если мы измерим вот эту нашу высоту, то она у нас получается, ну вот где-то 9,5 сантиметров высота вот этого носочка. И вот после того, как мы с вами вывяжем вот этот участок, как я сказала, для любого размера взрослой ноги средней плотности, вот можно использовать вот именно эти расчеты, что я показываю и в мастер-классе. Это мы с вами измерили высоту. Давайте вот здесь в этом участке, где мы вывязываем платочные наши дорожки, измерим ширину, чтобы вы тоже могли ориентироваться примерно. И это у нас получается, ну вот где-то 22, возможно там 23 сантиметра. Вот здесь ширина. А резинка, как вы понимаете, у нас тянется, поэтому по резинке я здесь замерять не буду. Вот именно здесь, в этом участке, где я вязала несколько рядов платочной вязкой. Дальше, после того, как мы вывяжем этот участок, мы с вами приступим к вывязыванию нашего мыска, который потом сразу же будет переходить вот и в нашу подошву. Размер вот этого мыска будет зависеть от вашего размера ноги. В мастер-классе данные носочки я вязала на размер ноги 36-38. Давайте сразу запишем 36-38. Значит, дальше я возьму сейчас среднее значение. Среднее значение я возьму 37 размера. 37 размер ноги у нас соответствует 23,5 сантиметров. Что мы делаем дальше? То есть мы смотрим наш размер ноги, который вам нужен, и по таблице, которую сейчас я вставлю, можно посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Дальше от этого числа, то есть в моем случае это 23,5, я отнимаю 10%. И это у меня получается 21,15.
То есть получается примерно вот эта высота моей детали должна быть вот 21 сантиметр, там 15, скажем так, миллиметров. Можно просто округлить в меньшую сторону, то есть будем ориентироваться, что высота моей заготовки должна быть 21 сантиметр. Это мы с вами высчитали вот эту высоту, где мы с вами закончили вязать вот наш мысок фисташковой ниточкой. Дальше эта наша деталь будет повторяться. То есть дальше мы должны с вами провязать эту же деталь, ну, соответственно, столько же рядов, и она должна у нас получиться столько же сантиметров. То есть получается наш вот этот мысок, который будет переходить сразу же в нашу подошву, должен быть в длину вот это количество сантиметров умноженное на 2. То есть где-то примерно там 42 сантиметра. Исходя из этой формулы, которую мы сейчас с вами разобрали, вы можете высчитать именно ваше количество сантиметров, которую вы должны провязать вот эту нашу заготовку. Теперь, что касается ширины нашей этой детали. Каким образом мы высчитываем это количество петель, дальше в мастер-классе подробно я вам все покажу. А сейчас я просто измерю нашу эту деталь в сантиметрах. И это у меня получается, ну вот примерно где-то 10-10,5 сантиметров ширина вот этой моей детали. И давайте измерим еще вот этот наш участок в самом узком месте, где мы закончили делать убавление и стали делать прибавление. Он у нас равен 5 сантиметров. Высота этой моей заготовки, ну вот получается около где-то примерно 6 сантиметров. Вот это высота, которую я провязала ниточкой фисташкового цвета. На 2 чулочные спицы, диаметр 3 мм, обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 46 петель. Вяжем первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу резинку 1 на 1, то есть одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провяжем изнаночной петлей. Таким образом, ниточкой фисташкового цвета, ну вот в моем случае это фисташковый цвет, я провяжу резинку 1 на 1 3 ряда. То есть вот первый, второй и третий. Итак, ниточкой фисташкового цвета я провязала 3 ряда. Вот с этой стороны у меня находится кончик от нашего наборного края, и вот здесь находится моя рабочая ниточка. Вот эта сторона у меня будет являться лицевой, так как здесь у меня идет вот такая по краю красивая наборная косичка, а с обратной стороны вот такие узелочки. Поэтому вот эта сторона будет являться лицевой. То есть сейчас после вот 3 провязанных рядов ниточкой фисташкового цвета я беру второй цвет. То есть в моем случае это ниточка серого цвета. Вот сюда я просто прикладываю фисташковую ниточку от моточка, я не обрываю. И первую кромочную петлю, так как у нас идет смена цвета, я провязываю лицевой петлей. И дальше продолжаю вязать резинку 1 на 1. То есть лицевую петлю я провязываю лицевой, изнаночную петлю я провязываю изнаночной. Таким образом мы с вами провязываем 4-й лицевой ряд и 5-й изнаночный ряд ниточкой серого цвета. Провязываем резинку 1 на 1. 2 ряда ниточкой серого цвета я провязала. Теперь опять же серую ниточку я не обрываю и беру третий цвет. В моем случае это ниточка белого цвета. Первую кромочную петлю при смене цвета я всегда буду провязывать лицевой петлей. Когда мы будем провязывать изнаночный ряд, первую кромочную петлю мы будем просто переснимать, так как мы продолжаем вязать вот ниточкой того же цвета, что мы и вязали наш лицевой ряд. Поэтому только вот при смене цвета кромочную петлю я буду провязывать лицевой. Во всех остальных случаях первую кромочную петлю мы снимаем, последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Поэтому я сейчас продолжаю вязать резинку 1 на 1 вот третьим цветом, то есть в моем случае это ниткой белого цвета. То есть таким образом мы сейчас с вами провязываем также 2 ряда, лицевой и изнаночный. Итак, я провязала еще 2 ряда ниточкой белого цвета. Теперь вот сбоку я поднимаю фисташковый цвет. Вот таким вот образом, сильно здесь мы край не затягиваем. И теперь 2 ряда мы будем вязать вот ниточкой фисташкового цвета. Вот первую кромочную петлю я провязываю лицевой.
Повторюсь, так как у нас идет смена цвета. И дальше продолжаю вязать резинку 1 на 1 фисташковым цветом. Таким образом мы будем вязать нашу резинку 1 на 1. Через каждых 2 ряда мы будем делать смену цвета. У нас будет идти чередование цветов. Вот в моем случае фисташковый, серый, белый. Дальше опять фисташковый, серый, белый. Если мы посмотрим вот здесь на нашу резинку, вот она у меня заканчивается белым здесь цветом. Дальше у меня будет идти платочная вязка. То есть мы должны провязать, вот смотрите, фисташковый, серый, белый, одна секция, дальше вторая секция, фисташковый, серый, белый, и третья секция, фисташковый, серый, белый. Или если говорить в рядах, так как, возможно, вы будете делать какое-то другое расположение цветов, резинку мы должны с вами провязать 19 рядов. Или эта резинка примерно должна соответствовать 7,5 провязанным сантиметров. Итак, вот я провязала необходимое количество рядов резинки. Как я сказала, я провязала 19 рядов, или вот каждого цвета у меня провязано по 3 раза. То есть 3 фисташковых, 3 серых и 3 белых полосы. И теперь давайте сразу измерим резинку в высоту. Ну вот она у меня получается как раз таки где-то 7,5, может даже и 8 почти сантиметров высота резинки. Теперь ниточку белого цвета можно уже обрезать. Серого и фисташкового цвета пока ниточку мы не обрезаем. И вот дальше, после того, как я закончила вязание ниточкой белого цвета, следующий цвет как раз таки у меня должен идти фисташковый. Так, вот я взяла ниточку фисташкового цвета, подняла здесь сбоку, и теперь продолжаю вязать, только сейчас я вяжу не резинку 1 на 1, а все петли я буду провязывать лицевыми. То есть все петли до конца этого ряда я буду вязать лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Первый ряд я провязала, вязание я перевернула на изнаночную сторону, и второй ряд я также продолжаю вязать ниточкой фисташкового цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я также все петли провязываю лицевыми, так чтобы у нас образовывались платочные дорожки. Таким образом, провязывая все петли лицевые, мы заканчиваем вязать ниточкой фисташкового цвета второй ряд, дальше третий лицевой ряд и четвертый изнаночный ряд. И в лицевых, и в изнаночных рядах мы все петли провязываем лицевыми. Итак, вот я держу вязание лицевой стороной к себе. Я провязала вот фисташковой ниткой всего 4 ряда после нашей резинки. Так, и дальше ниточку от моточка можно обрезать. Единственное, обрезаем этот кончик чуть подлиннее, так как в конце вот именно этим кончиком мы будем сшивать заднюю часть вот нашей резинки. При желании вот эти наши все кончики, кроме вот этого, который мы только что обрезали, вот эти все кончики можно уже закрепить и спрятать. Единственное, сейчас вот здесь мы поднимем сбоку ниточку серого цвета, и дальше этой ниточкой мы продолжим вязать наш носочек. Дальше первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше все остальные петли я также вяжу лицевыми, так чтобы у нас образовывались платочные дорожки. То есть таким образом ниточкой серого цвета я еще сейчас провяжу 4 ряда. Провязывать все петли буду лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Так, чтобы вот с лицевой стороны у меня было 2 платочные дорожки фисташкового цвета и 2 платочные дорожки серого цвета. И вот я провязала еще 4 ряда ниточкой серого цвета. Теперь мы наше вязание должны разделить вот на 3 части. 2 боковых части у нас будет идти и наша центральная часть, где вот здесь мы начнем вывязывать вот наш мысок, который будет сразу переходить в нашу пятку. Для этого мы берем общее наше количество петель, которые у нас сейчас находятся на спицах. То есть мы с вами набирали 46 петель. Теперь мы наши 46 петель должны разделить напополам. То есть делим на 2. И это у меня получается 23. Теперь, чтобы было более понятно, я нарисую отрезок и выделю центральную часть. То есть получается, вот у нас получилось наше число. Это число мы сейчас должны как бы разделить на еще пополам. То есть у нас будет идти одна часть на нашу центральную вот часть, где мы будем вывязывать наш мысок и подошву. И вот это число, если мы разделим на
пополам, это будет как раз-таки часть петель сюда и часть петель сюда. Ну вот смотрите, мы наши 23 делим на пополам, на 2. И это у меня получается 11 с половиной. Ну понятно, что 11 вот здесь с половиной, полпетли сюда у нас не пойдет. Но при этом вот эти две боковые части у нас должны состоять из одинакового количества петель. Поэтому, исходя из этого, вот 11 с половиной я округлю сейчас в большую сторону. То есть по 12 петель у нас будут идти на наши боковые части. И исходя из этого, наша центральная часть будет состоять из 22 петель. То есть если мы сейчас сложим наших этих три числа, у нас в итоге получится 46. То есть то число, которое вот у нас сейчас находится на спицах. Таким образом мы правильно распределили все наши петли. Поэтому вот я держу вязание лицевой стороной к себе. И сейчас в начале вязания вот ниточкой серого цвета я должна вот закрыть 12 петель. Поэтому закрывать я буду вот обычным способом. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую я провязываю вот лицевой и первую протягиваю вот через провязанную и спускаю. Это я вот закрыла одну петлю. Дальше вот вторая петля, третья, четвертая, то есть 4 вот петли я уже закрыла, а таким образом я сейчас в начале нашего вязания должна закрыть 12 петель. Так, в начале вязания вот здесь я закрыла 12 петель. Теперь можете пересчитать эти петли, то есть у нас должно получиться 12 петель с этого края и 22 петли наша центральная часть. Вот, если у вас все правильно сошлось, мы дальше продолжаем вязать. То есть здесь вот после 12 запущенных вот закрытых петель, первую вот эту кромочную петлю я снимаю и дальше довязываю этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, вот ряд я довязала до конца, где мы запускали вот эти, закрывали петельки. Вязание я перевернула на изнаночную сторону. И теперь с этой стороны, то есть с изнаночной нашей стороны, в начале ряда я должна также закрыть 12 петель. То есть точно таким же образом. Первую снимаем, вторую провязываю лицевой и снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Это одна петля, вторая петля, третья, четвертая, пятая и так далее. Здесь мы также закрываем 12 петель. Итак, вот из изнаночной стороны, то есть со второго моего края, я также закрыла вот 12 петель. И теперь, если мы пересчитаем все вот эти петли, которые у меня находятся на спице, у меня должно их получиться вот 22. И дальше я буду продолжать вязать только вот этих центральных 22 петли. Все петли я буду провязывать лицевыми и в лицевых, и в изнаночных рядах. Первую кромочную петлю я буду просто переснимать, последнюю петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей. Итак, ряд я закончила вязать, вязание я перевернула на лицевую сторону, и здесь у меня, смотрите, что получается. Этих две платочные дорожки серого цвета, они вот именно относятся к резинке, а не к нашему вот этому мыску, который мы сейчас будем вывязывать. Поэтому вот после двух платочных дорожек у меня еще провязана одна платочная дорожка. То есть это первая платочная дорожка от нашего мыска. Таким образом, провязывая все петли лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду, первую снимаем петлю кромочную, последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Мы сейчас с вами должны провязать 32 платочные дорожки. Одну платочную дорожку мы, напоминаю, уже с вами провязали. Или, чтобы не запутаться, то есть от нашей фисташковой вот этой полосы, этих серых платочных дорожек должно быть 34. Поэтому просто продолжаем вязать вот эту центральную часть нашего носочка, провязывая все петли лицевыми, чтобы итого у нас было 34 дорожки платочных серого цвета. Итак, вот я провязала 32 платочные дорожки именно наш мысок, плюс вот этих две платочные дорожки, которые относятся к нашему подъему. То есть итого у меня здесь сейчас от нашего фисташкового цвета провязано 34 платочные дорожки. Теперь давайте сразу измерим высоту вот именно нашего мыска.
И это у нас получается 14,5 сантиметров вот в ровном, не растянутом виде. 14,5 сантиметров. И если мы измерим общую высоту детали, у меня получается вот ровно 24 сантиметра. Теперь вот вязание я держу лицевой стороной вверх. Серую ниточку можем здесь обрезать. Далее вот вязание держу, повторюсь, лицевой стороной вверх. И теперь я буду вязать наш мысок ниточкой фисташкового цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше в лицевом нашем ряду после кромочной вот вторую получается и третью петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. И дальше я вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца 3 петель. И вот в конце ряда у меня осталось 3 петли. Первую и вторую петлю в конце ряда я также провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И последнюю изнаночную петлю я провязываю изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я все петли провязываю лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Третий лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше опять после кромочной, вот получается вот эту первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и опять вяжу все петли лицевые, не довязывая вот в конце нашего лицевого ряда 3 петель. В конце вот у меня осталось 3 петли, и также здесь первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я все петли провязываю лицевыми. Первую кромочную снимаю, последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. Таким образом мы делаем убавление во всех лицевых рядах в начале и в конце вязания, пока у меня на спице не останется 10 петель. Итак, вот я сделала все убавления, и на спице у меня 10 петель. И это у меня вот вязание я держу лицевой стороной вверх, провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6 платочных дорожек. Теперь точно таким же образом, как мы делали убавление, сразу же мы начинаем делать прибавление. То есть, смотрите, первую кромочную петлю я снимаю, дальше делаю накид вот от себя, и все петли до конца провязываю лицевыми, вот не довязывая одной кромочной вот этой петли в конце ряда. Вот в конце у меня осталась 1 петелька, и вот перед кромочной петлей в конце лицевого ряда я снова делаю накид, и нашу кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше идет вот этот наш накид. Наш накид мы будем провязывать лицевой петлей за заднюю короткую стеночку, так чтобы не образовывалось никаких дырочек. Вот лицевая, и дальше опять вяжу все петли лицевые до конца ряда, до нашего следующего накида. То есть вот опять идет в конце ряда наш вот этот накид перед нашей кромочной петлей. Я этот накид также провязываю вот за заднюю стеночку лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Мы с вами прибавили 2 петли. Дальше вязание мы будем наше повторять, то есть во всех лицевых рядах вот после кромочной мы делаем накид и вяжем вот в лицевом нашем ряду все петли лицевые, не довязывая последней кромочной петли. И вот как раз таки перед нашей кромочной петлей в лицевом нашем ряду мы также делаем накид, и последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны мы все петли провязываем лицевыми. Наши накиды мы провязываем вот за заднюю короткую стеночку лицевой петлей, чтобы не образовывалось никаких дырочек. Таким образом мы прибавляем петли во всех лицевых рядах в начале и в конце ряда до тех пор, пока у нас на спицах вот не станет опять 22 петли. Итак, вот я сделала все убавления и прибавления, и на спицах у меня здесь 22 петли. Давайте сразу также измерим нашу эту деталь в сантиметрах.
Вот именно мы будем измерять наш мысок, то есть без вот этих двух платочных дорожек серого цвета. И высота у меня получается, ну вот где-то здесь 20,5, возможно 21 сантиметр. Высота моего мыска вот этого сейчас получается. Теперь ниточку фисташкового цвета мы можем обрезать. Опять же, обрезаем чуть-чуть подлиннее, нежели обычно, чтобы в конце мы сшили вот этот уголок ниточкой вот фисташкового цвета. Далее я беру опять ниточку серого цвета. И опять же, здесь мы тоже оставляем кончик подлиннее, так как этим кончиком в конце мы сошьем вот эти две боковые части. Вот мы его оставляем подлиннее и дальше продолжаем вязать. Вот все петли вяжем лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. То есть сейчас ниточкой серого цвета я буду провязывать вот такую же полосу. То есть у меня это провязано 32 платочные дорожки или 64 ряда. Итак, после нашего фисташкового цвета вот я еще провязала серым цветом 32 платочные дорожки. Это будет идти наша ступня. Дальше ниточку серого цвета мы можем обрезать. Далее я беру ниточку фисташкового цвета, вязание держу лицевой стороной вверх, и теперь мы должны вывязать вот точно такую же, скажем так, фигуру. То есть первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше в лицевых наших рядах, вот в начале и в конце ряда мы будем делать убавление. То есть после нашей кромочной петли первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе, лицевой за переднюю стеночку, и дальше вяжу все петли лицевые, не довязывая до конца ряда 3 петель. В конце у меня осталось 3 петельки, первую вот и вторую петлю я провязываю 2 вместе, лицевой за переднюю стеночку, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И в изнаночном нашем ряду кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли я провязываю лицевыми. Таким образом мы сейчас делаем убавление во всех лицевых рядах в начале и в конце ряда до тех пор, пока у нас на спицах не останется 10 петель. И вот я сделала все убавки, то есть опять у меня провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6 платочных дорожек, и на спицах у меня 10 петель. Теперь после того, как мы сделали все убавки и на спицах у меня 10 петель, мы сразу же начинаем делать прибавки, так чтобы у нас было снова 22 петли на наших спицах. То есть в каждом лицевом ряду после кромочной и в конце ряда перед кромочной петлей мы будем делать накиды во всех лицевых рядах. То есть кромочная, накид, и вяжем этот ряд, провязывая все петли лицевые, не довязывая кромочную петлю. Вот осталась последняя кромочная петля, и перед кромочной петлей в конце лицевого ряда я снова делаю вот накид от себя, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше вот идет этот наш накид. Накид мы провязываем лицевой петлей за заднюю короткую стеночку, так чтобы не образовывалось дырочки. И дальше продолжаю вязать этот ряд, провязывая все петли лицевые. И вот в конце у меня осталась кромочная петля и наш накид. И здесь также наш накид я провязываю лицевой петлей за заднюю стеночку, и накид я провязываю изнаночной петлей. И вязание я снова переворачиваю на лицевую сторону. И во всех лицевых рядах в начале и в конце вязания мы делаем прибавку. Вяжем так до тех пор, пока у меня на спицах не будет 22 петли. Итак, вот я закончила делать все прибавки, и на спицах у меня 22 петли. Вязание вот я держу лицевой стороной вверх, и вот после того, как мы закончили делать прибавки, это идет наша пятка, мы сейчас должны закрыть все эти наши петельки. Обычным способом вот я закрываю эти петли, первую петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, и первую снятую протягиваю и спускаю. Провязала, протянула и спустила. При закрытии петель стараемся контролировать натяжение нити и петель так, чтобы этот край не был сильно перетянут. И вот после того, как я закрыла все эти петельки, вот эту нашу последнюю петлю я вытаскиваю подлиннее.
и кончик наш обрезаю. Кончик наш обрезаем с учетом того, чтобы нам в конце сейчас хватило его сшить вот этот участок. Дальше в эту нашу последнюю петельку я вот так вот продеваю наш кончик от моточка, который мы обрезали, и петельку эту я затягиваю. И вот такая деталь у нас с вами получилась. Теперь нам осталось только сшить наш носочек, но перед тем, как мы приступим к сшиванию, давайте вначале спрячем лишние кончики, чтобы они нам не мешались. Поэтому нашу вот эту заготовку я переворачиваю изнаночной стороной вверх и смотрим. Можем прятать, смотрите, вот этот наш наборный кончик, где мы набирали наши петельки, прячем по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. Дальше мы прячем вот эти кончики, то есть вот сразу идут вот раз, два, три вот этих кончика. Этот вот мы его оставляли фисташковый кончик, мы его не прячем, мы его будем использовать при сшивании нашего носочка. Дальше идем вот по порядочку. Здесь у нас вот этих два коротких кончика вот мы прячем, а вот этих два длинных кончика мы не прячем. Мы также этими кончиками будем сшивать наш носочек, то есть эти прячем. Дальше идем сюда. Вот этих два кончика мы также сейчас прячем. И вот этот вот наш последний кончик, где мы запускали петельки, мы также не прячем. И вот после того, как мы с вами спрятали все ненужные кончики, а все нужные кончики я оставила, давайте сразу быстренько измерим нашу деталь в сантиметрах. Так, смотрите, получается высота вот этого нашего подъема получается вот где-то 9,5 сантиметров. Ширина вот этой детали получается, ну, примерно 22-22,5 сантиметра. Теперь высота вот этой моей детали, здесь давайте по лицевой стороне мы измерим. Высота вот этой моей детали по лицевой стороне я измеряю. Значит, смотрите, кроме вот этих двух платочных дорожек, то есть от двух платочных дорожек до нашей вот фисташковой полосы, вот где мы закончили вязать нашу фисташковую полосу, 21 сантиметр. И здесь, вот смотрите, от нашей фисташковой полосы и здесь вот до конца у нас получается, здесь у нас еще дополнительно идет край, где мы закрывали, запускали наши петельки, получается вот 21,5 сантиметр. И ширина моей этой заготовки получается 10,5 сантиметров ширина вот моей серой части. И вот это самая узкая часть, где мы оставляли 10 петель, получается вот 5 сантиметров вот здесь по самой узкой части. Дальше я нашу заготовку держу вот изнаночной стороной вверх, и теперь в иголку с большим ушком я одеваю вот этот фисташковый кончик с середины вот нашего вязания. Вот моя идет рабочая ниточка, где я вставила иголку. Носочек я держу вот лицевой стороной наружу. И вот идет тот участок, где у нас идут наши пальчики, будут идти. И теперь вот этой ниточкой я сошью вот этот участок. Единственное, сейчас вот здесь в кромочные петли я продену нашу иголку ровненько в середину, откуда я начну сшивать. То есть здесь я ниточку не затягиваю, наоборот, я все поправила, чтобы у нас было все эластично. И сшивать наш носочек я буду не за кромочные петли, а за первую петлю от платочной дорожки. Напоминаю, здесь у нас было провязано 6 платочных дорожек, то есть вот получается наша 6-я платочная дорожка. И вот сюда я вставляю иголку справа налево, с этой стороны иду на эту сторону, и вот сразу здесь у нас получается наша тоже 6-я платочная дорожка. Справа налево с этой стороны я вставляю иголку. Еще следующую платочную дорожку. Вот она у нас получается. Вот наша первая петелька. Справа налево я вставляю иголку с этой стороны. Ниточку поправляем, если необходимо. Дальше иду на эту сторону. И здесь вот получается моя следующая платочная дорожка. В первую петельку после кромочной я вставляю иголку справа налево с этой стороны. Иду на эту сторону. Вот моя следующая платочная дорожка. Справа налево вставляю иголку с этой стороны. Иду на эту сторону. Получается, что вот эту дорожку я прошила. Вот идет наша следующая дорожка. Справа налево я вставляю иголочку с этой стороны. Таким образом мы сшиваем вот этот фисташковый наш шов.
После того, как мы сшили наш фисташковый шов, иголочку с ниточкой я вывела на изнаночную сторону и кончик обрезала. Далее в конце вязания мы этот кончик с вами спрячем. Дальше у нас здесь был оставлен еще серый наш кончик. Я этот кончик одела в иголку с большим ушком. И теперь точно таким же образом за первую петлю от нашей платочной дорожки мы сшиваем вот этих два серых края. В процессе сшивания обязательно смотрим, чтобы вот эти два края у нас сошлись. То есть сшиваем мы, как повторюсь, за первую петлю от платочной дорожки и иголку, и с одной стороны, и со второй стороны мы вставляем справа налево. Так мы сшиваем вот этот наш шов до этого стыка здесь и здесь. Это мы сошьем эту сторону. Дальше с другой стороны кончиков у нас нет, поэтому мы возьмем фисташковую ниточку, сошьем вот этот участок, после чего возьмем серую ниточку и сошьем вот этих два края между собой. Таким образом у нас будет сшиты вот эти края и вот эти края. В принципе, можно сшивать этот край и ниточкой одного какого-то цвета, к примеру, серого. Сильно заметно это не будет. Итак, вот я прошила одну сторону. Смотрите, хотела сразу показать, перед тем, как закреплять ниточку, обязательно вот этот край нужно подтянуть. Вот как раз таки ниточка, которую мы сшивали, здесь полностью подтянется, так, чтобы этот край был максимально эластичным. Дальше кончики эти я в конце спрячу и сразу же перехожу на другую сторону. Дальше я прошила и второй наш боковой шов. Теперь после того, как мы его прошили, хорошенечко подтянули, убедились, что край у нас нигде не перетянут, ниточку эту я не обрезаю, но с иголки я ее вынимаю. И теперь в иголку с большим ушком я одеваю вот этот кончик, где мы закрывали вот в конце наши эти петельки. Вот где у нас будет эти пяточка, эти два края я также вот здесь складываю между собой. И теперь этой ниточкой я прошиваю вот этот боковой шов, то есть вот эти две части между собой. Прошивать этот шов я буду также за первую петлю от платочной дорожки. Вставлять иголку, вот эту первую петельку я буду справа налево. Сначала вот с одной стороны, затем с другой стороны я буду вставлять иголку справа налево. После того, как вот этот боковой шов мы с вами прошили, я в серединку сюда вот вставляю иголку и ниточку вывожу на изнаночную сторону. Кончик вот здесь я наш обрезаю. Дальше вот ниточка у меня еще осталась, это фисташковая. И вот этим кончиком я сошью вот вторую часть нашей вот этой пятки. То есть вот лицевая сторона. И этот вот уголок я складываю изнаночной стороной друг к другу. И это наша вот именно лицевая сторона. В серединку сюда я вставляю иголку с изнаночной стороны на лицевую, вот кончик кладу вовнутрь. Прошивать этот шов я буду также за первую петлю от платочной дорожки. Вот лежит наш носочек подошвой вверх, вот наша пяточка идет. Нам осталось шить только буквально несколько швов. Значит, смотрите, для начала мы сошьем вот эту боковую часть с пяткой нашей вот до серединки. Дальше вот вторая наша боковая часть, вот сюда мы ее приложим и сошьем вот этот наш шов, пятка и наша вторая боковая часть. И дальше вот этой ниточкой фисташковой, что мы здесь оставляли, мы сошьем вот эту заднюю часть нашей резинки. Поэтому вот смотрите, вот таким образом носочек мой сейчас лежит. Вот этот левый кончик я одела в иголку с большим ушком. Вот этот правый кончик можно здесь обрезать. Кончик мы кладем вовнутрь, в изнанку. В конце мы его спрячем, он нам больше не нужен. И сшивать мы наш вот именно этот шов, то есть нашу пятку и вот этот наш верхний манжет будем именно за кромочные петли. То есть мы будем вставлять иголку. Вот наша идет ниточка с изнанки на лицо за кромочные петли, с одной сначала стороны, затем вот здесь с другой стороны, с изнаночной стороны на лицевую, с этой стороны, затем с этой стороны. Итак, вот смотрите, я прошила вот эту половину, и как раз это получилось вот ровненько середина моей пятки. И дальше вот я прикладываю вот этот наш край и продолжаю сшивать наш шов. То есть вот сюда я вставляю иголочку, потом здесь с изнанки на лицо сюда. И теперь уже в этот край с изнанки на лицо сюда, и затем вот сюда. Вот я прошила наш этот шов, вот так он смотрится, красиво и аккуратно. Вот идет наша пяточка. Дальше в иголку с большим ушком я одела вот этот фисташковый кончик. И теперь вот здесь также за кромочные петли я сюда иголку продену в основание, откуда мы начнем сшивать наш шов.
Здесь мы край не затягиваем. И теперь вот этот наш шов я буду прошивать также за первую петлю после кромочной. Вставлять иголку я буду справа налево. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Здесь у нас будет идти вот часть платочных дорожек, а дальше у нас идет резинка. Здесь, где у нас будет идти наша резинка, я вот после кромочной вот сюда буду вставлять нашу иголочку, также справа налево здесь. И вот здесь вот между кромочной и вот этой первой петлей есть такие протяжки, буду вставлять также справа налево. При сшивании обязательно контролируем, чтобы все полосы у нас сошлись: белая, серая и вот фисташковая. И в конце вот здесь у нас все было красиво и ровно. Несмотря на то, что где у нас идет резинка, у нас идут разноцветные полосы, весь этот шов я буду сшивать вот ниточкой фисташкового цвета. Единственное, смотрим, чтобы все полосы обязательно у нас сошлись. Вот справа налево вставляю с одного края, затем с другого края вставляю иголочку справа налево. И вот, когда мы сошьем весь наш шов, вот таким образом он у нас будет выглядеть с лицевой стороны. Все полосы у нас совпадают, все получается красиво и аккуратно. Идут наши боковые швы. Дальше носочек поворачиваем на изнаночную сторону и все наши кончики прячем самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот после того, как мы с вами спрячем все кончики, наши носочки полностью готовы. Друзья, надеюсь, данное видео было для вас понятным и полезным, поэтому не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, но мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.